Летит счастливый приветик. Счастливый приветик летит. И я же вам говорила, когда я говорю, роскошный приветик, счастливый приветик летит. Я это представляю. Кстати, многие написали: Розана, я тоже представляю. Я представляю, как он летит, такими маленькие, знаете, очень sparkly, очень яркие звездочки. Вот знаете, как залетает, и прямо так звездочки сыпью, такой сыпется. Вот всегда, иногда серебряные, иногда такие красные, иногда такие в виде сердечек, желтые, ну такие желтые, как солнышко. Да, вот я так представляю. Даже вот когда я утром просыпаюсь, говорю: счастье, счастье, вот я его вижу вот таким. Роскошный, счастливый приветик к вам летит. Так сегодня смеялась с утра. Посмотрела видео, пока то так. Кстати, сегодня вот я брала душ с косами, с головой. Посмотрите, как лег. И кудрится. Это не укладка. Я уже сделала видео на астрологии, там мне пишет: Розана, такая укладка. Какая укладка? Вот так лег. Иногда ляжет, как-то так пополам упадет. Иногда на бок упадет. Иногда вот так вот. В общем, косы растут. Кто роллер использует, кому надо, кто использует роллер? Там у меня, там не здесь он. Да, уже с такой длиной уже посложнее мне, но я все равно делаю. Делаю. Роллер для волос. Кто не знает, что это такое, у меня есть видео «Находка года». Вот, посмотрите в плейлисте. И там будет на все про этот роллер. Кому надо. Смотрю, значит, видео сегодня. Я смотрю, мне нравятся две собаки. Они живут в одной семье. Хозяина зовут Оливер. Вот у него есть две собаки. Мальчик и девочка. Ну, они уже, им лет, наверное, по 10. Вот такие они уже, такие взрослые собаки. Я люблю, он очень много выставляет, там 1,5 минутки, 2 минутки, он выставляет всегда их, я их обожаю. Эта порода называется Шиба Уно. И две собаки, мальчика зовут Широ, а девочку зовут Суки. Да, так зовут девочку, Суки. И знаете, он так нас смешит, своих этих подписчиков. Сегодня выставил видео. Ну, вчера, может быть, выставил. Я его сегодня увидела. Утром насмеялась. Значит, что показывает видео? Этому Широ, мальчику, одел очки, бабочку, шляпу. И его так фотографирует. Так, а тот сидит. Он его так фотографирует. То в шляпе, то в какой-то кепке, то очки так. И много-много фотографий. И подписывает. Я делаю фотографии, чтобы поставить себя на Тиндер. А на Тиндер это сайт знакомства, собачий сайт. Ну просто как смешно. Тиндер это такой международный, наверное, я не знаю, но какой-то, в общем, сайт знакомства. Потому что кого не спросишь, я на Тиндере познакомилась. Я даже там слышу, смотрю, какие-то там звезды рассказывают: а вы где встретились? Мы на Тиндер. Думаю, ну вообще, это такой, видимо, международный сайт знакомства. Называется Тиндер. И вот, значит, он ему сделал фотографии и так типа задумался этот Широ, типа, это я делаю на Тиндер для girl, для девочек. И пишет: My name is Широ. Меня зовут Широ. Я отец 12 детей. 12 детей и 7 внуков.
ищу girl. И так, знаете, и так показывает этого Широва, так показывает, а там суки лежит. Она только недавно родила 5-й раз. Лежит безразличная, уставшая от этих всех детей, от всего, куда-то там в окошечко лежит, смотрит. Он так смотрит он все заснял, так смешно заснял. Типа он смотрит на эту свою жену. Ой, я так насмеялась, и в разных позах, а он так, знаете, демонстрирует. Так было смешно. Вот я себе думаю, ну какое счастье, когда человек имеет чувство юмора. Это такое потрясающее качество. Знаете, у меня был один знакомый. Вот что такое чувство юмора? Вот что такое чувство, когда ты имеешь чувство юмора, когда ты можешь, ну вот, похохмить. Сейчас вам расскажу. Вот я сделала твист, поставила который. Это вот просто надо иметь еще такое чувство юмора. Этот твист увидеть, не увидеть в нем ничего, а именно такой вот фан поймать, вот прям юмор там поймать, такой, что вот класс поймать, понимаете? Я разговаривала там с одним своим знакомым, он рассказывает, говорит, слушай, моя, говорит, жена вообще ноль в юморе. Ноль, вообще нет чувства юмора. Ну, он был женат, развелся. Говорит, вообще нет чувства юмора. Я говорю, ну как? Ну как у человека может ноль юмора быть? Ну как такое? Но все равно, ну, человек все равно понимает, что где ты там подкалываешь, где ты смеешься. Но это, ну как? Говорит, Розана, не поверишь. Мы, говорит, сидим на кухне. Она, говорит, открыла шкафчики и что-то там смотрит, ищет, один шкафчик открыла, потом там внизу какой-то шкафчик открыла. Я, говорит, ей говорю, что ты ищешь? Она говорит, не знаю, куда-то сковородка, где-то там, ну там сковородка моя. Он говорит, наверное... А что, говорит, там нет? Нету, не знаю, куда поставила сковородка. Что-то сковородку ищу. А он ей говорит, наверное, она пошла в ванну мыться. Ну, так шутят. Ладно, окей, так шутит. Говорит, наверное, она пошла в ванну мыться. Помыться хорошо пошла в ванну. Сковородка. Говорит, Розана. И я, говорит, сижу там что-то по телефончику своему смотрю. Она идет, уже пошла в ванну, идет с ванны и говорит, там нет сковородки. Говорит, я чуть с дивана не упал, говорю ей, я пошутил. А она ему в ответ говорит, ты всегда надо мной издеваешься. Ты так неприятно мне сделал, ты мне сказал, что она в ванной, я пошла в ванну. Он говорит, я пошутил. Это шутка была. Ну как может сама сковородка пойти? Ты надо мной издеваешься, ты ко мне так относишься. Говорит, Розана такая хорошая была женщина, но вообще ноль юмор, ноль. Невозможно. Я говорю, о май гад, это точно. Говорит, я такое первый раз слышу. Вот так, понимаете, что такое чувство? Представляете, когда у человека нет чувства юмора. Или когда постоянно что-то. У меня есть одна моя знакомая, невозможно разговаривать. С ней невозможно разговаривать. Она такая прикольная. Вот я что-то ей рассказываю, она раз какое-то что-то вставит. Ну, посмеяться. Я сюда добавлю, она опять добавит. И у нас, понимаете, мы просто разговор начинается, и пошел юмор. Невозможно. Она такая классная. Нам так смешно, вот понимаете, слово на слово, слово на слово, и вот это все выведешь в юмор. Ну, одно удовольствие, правда. Так что, конечно, чувство юмора – это вот. Вот вчера делала вам, мои хорошие, роскошные пишите комментарии, чудесные пишите комментарии. Я вчера говорила, что я все не как один комментарий, к которому я хотела вообще, вчера видео хотела с комментария, вот именно с этого комментария я его нашла, и сегодня его зачитаю, и мы с вами еще что-то поговорим. Роскошно поговорим. В тему, в дело. С пользой.
написала Лейла Абдулаева. Пишет. Видео, которое называлось «Мощная энергия жизни». Сейчас. Слушай 7 раз в день, получишь роскошный результат. И вот под этим видео Лейла пишет. Сейчас я ее... Вот Лейла пишет, читаю вам. Кстати, потеряла его. Вот, пишет. До слез. 3 точки. Мне так трудно простить себя. До слез. Мне так трудно простить себя. Так задело мой взгляд, это прям вот знаете, из всех комментариев взгляд выхватил это видео. И когда я его прочитала, он меня прям резать начало, аж резать начало. Оно настолько мне в резонансе. До слез. Моя хорошая. Вот умница, Лейла, что вы написали. Мне трудно простить себя. Вот смотрите. И я думаю, что у многих есть такая ситуация, когда ты себя за что-то не можешь простить. Кто-то не может простить за то, что неправильно детей воспитал. И вот сейчас такой результат, а я ребенка оставила с мамой, а я личную жизнь устраивала, или я ездила зарабатывать. У кого что? Кто-то не может простить, что там где-то когда-то с мамой не так. Кто-то не может простить за то, что у кого-то по другие какие-то есть поводы. Вот смотрите. До слез, моя родная, моя хорошая, представляю, как вам некомфортно. Ну вот смотрите, ни одного вот из нас, все, кто меня смотрит, кто слушает, кто пишет, вот ни одной нет женщины или мужчины, ни одного вообще нет человека, чтобы, оглядываясь туда назад, за что-то было стыдно, за что-то было обидно, неприятно. У каждого есть то, что он позади хочет оставить. Не может человек прожить, не делая ни одной ошибки. Такого в жизни не бывает. Ты не можешь рассуждать и проживать в 20 лет, как будто тебе 60. Нет такого. Все равно ты делаешь эти ошибки. Все равно ты делаешь какие-то, это не ошибки, это твой опыт, очень горький, неприятный. У кого-то с сестрой, у кого-то с ребенком со своим, дочку, кто-то просто оставил ребенка. Я вам рассказывала, я рожала дочку, и еще одна с нами родила. Мы рожали, был 1 этаж, и окна были какой-то сеткой. Нельзя было так. Ну, окна открывали, но так, чтобы что-то там передавали, там как-то нельзя было. 1 этаж. Потом я вот дочку рожала, у нас забирали детей. И они не были с нами, дети. Забрали. И потом идут только на кормление носили. Девочка тоже одна родила. С нами вместе со мной рожала. Родила. Ну вот привезли, ребенка забрали, привезли в палату, у нас там 6 или 8 человек. Она как-то отвернулась к стенке, или же мы между собой болтаем, а как вот сейчас 1 ребенок, а как кормить, а когда молоко? Молоко же не сразу приходит. Молоко приходит, 2-3 дня должно пройти, когда у тебя только появится молоко. А как с молоком? Кто-то говорит, ой, я уже 2-й раз, это подожди, у тебя... Ну мы как-то разговариваем. Она как отвернулась,
к стенке и не разговаривает с нами, лежит там, лежит себе. Ну, мы туда-сюда, а какой ребеночек, а там где тепла, а я слышу, а это мой, а это там мой. В общем, мы на утро проснулись, а ее нету. И эта сетка, окно, которое у нас было, как-то она подрезана, надрезана, и ее нету, она убежала, девочка эта. Ну, понимаете, конечно, этой девочкой, если я рожала, мне было там 19-20 лет, ей было, может быть, 17-18, она такая же, как я сейчас. Я думаю, конечно, она себя простить не может, а может быть и нет, а может быть, то есть у каждого есть что-то позади, что он что-то, но она или другая, или я, или кто-то другой, мы не можем вернуться туда-назад и что-то там исправить. Это невозможно. Даже если ты очень сделал, ну невозможно. Невозможно вернуться и что-то исправить. И что теперь? Как себя за это не простить? Подложи философию жизни. Вот как, что значит подложи философию жизни? Да, надо с собой поговорить, надо себе сказать, какую здесь можно подложить философию жизни. Я была молодая, дура, не понимала, в жизни бы никогда с головой, которая у меня сейчас, в жизни бы не оставила своего ребенка. Выносить, шутка сказать, выносить ребенка, родить и оставить хорошего ребенка, здорового. Философия, какая философия? Дура была, молодая была, маму боялась. Может быть, она студентка была, а жила, может быть, в другом городе, боялась домой принести. Понимаете? Боялась родителей, боялась соседи осудят. Там другие какие-то обстоятельства. Боялась, что не потяну, кормить не смогу, негде, сама жила в общежитии. Что? Ну, понимаете, вот какую философию, подложи какую-то философию. Не может быть, чтобы ты не нашел то, что, ну вот дура была, не понимала. Ну, не понимала. Поэтому, Лейла, я думаю, вы не одна такая, у очень многих женщин есть, и очень многих мужчин есть то, что, оглядываясь назад, никогда бы так не поступил, никогда бы так не сделал. Я встречала в жизни такой тоже был случай. Еще когда мы жили в Советском Союзе, мы ходили, я была ребенком, совсем ребенком, и мы ходили в баню. Потом у нас где-то ближе туда, ну, у нас отец построил баню, у нас была дома уже баня. Но вначале, я помню, мы ходили в баню с мамой, естественно. А после этого заходили в блинную. И там мама нам всем блины покупала. Вот такой выходной был. Мы пошли в баню. И такой был случай, что одна пришла, вытирается в свою кабинку, пришла в свой этот шкафчик свой, а он открыт. И у нее украли там сколько-то рублей, 10, 8, 5 рублей, я не помню. И она так кричала, так плакала. Она так плакала. Она сказала, я получила алименты. Это мне на 2 детей. Там что-то 5 рублей, что ли. Мне кушать нечего. И кто-то у нее украл. Она так плакала, так кричала. Она просто, эта женщина. И говорит она плачет, кричит в отчаянии в таком, что у нее вот украли эти 5 там рублей. И говорит, чтобы тот, кто украл, чтобы экземой покрылись руки. Полностью, чтобы покрылись руки. Вот так она проклинает, вот такими проклятиями. И вдруг одна вытирается и кричит, забери свои слова, это я, нет, на тебе, это я украла у тебя, я у тебя взяла, на, забери, только эти слова забери, не дай бог, у меня руки покроются там туда. Ну, понимаете, ну вот взяла там она эти деньги. А это вот, ну, у каждого, я говорю, у каждого, если вот так оглянуться, у каждого есть что-то, что за собой там
Я думаю, что сейчас, если эта женщина жива, ну мне тогда было лет 5, ей, может быть, было лет 30, может быть, еще она есть где-то на свете. Но я думаю, если бы она оглядывалась назад, ей бы этот случай приятный был. Ей бы, конечно, она говорила, как я могла. В общем, Лейла, для того, чтобы простить себя, нужно поднять свою самооценку. Это человек, который себя простить не может за что-то. Я имею в виду адекватные вещи. Я не имею в виду человека, который тебя, кто-то лишил кого-то жизни. Мы это не рассматриваем, мы же все-таки адекватные ситуации рассматриваем. Для того, чтобы себя простить и до слез не было неприятно, нужно поднять свою самооценку. Это очень низкая самооценка. Когда ты себя не можешь простить, это очень низкая самооценка. Моя хорошая. Самооценка. Вы себя тогдашнюю сравниваете с чем-то плохим. То есть самооценку. Поднимите самооценку за счет чего? За счет того, что философию подложить жизни. Я была глупая. Я была такими-то словами. Дура была, молодая была, не понимала, неправильно поступила. То есть поступила так, как понимала на тот момент. Сейчас я бы в жизни такого не сделала. Я это как свой опыт, не как наказание. Это опыт мне. Это опыт мне. На всю оставшуюся жизнь мне это опыт. Я вас поддерживаю и понимаю. Но надо найти гармонию. Не можете вы все наладить и получать наслаждение и радость, если вы до слез, как трудно себя простить. Прям поработайте над собой. И избавьтесь от этой тяжести. Это душит, это петля на шее. Петля на шее. Я вас поддерживаю. А сейчас мы с вами сделаем один эксперимент. Очень-очень наглядный. Один психологический эксперимент. Вот у меня в руке бутылочка воды. Такая. 500 миллилитров. Обыкновенная вода. Вот бутылочка воды. Полная бутылочка воды. Вот такой эксперимент. Чистая психология, психика. Вот возьмите вот так в руки бутылочку и держите ее 1 минуту. О чем? Ни о чем 1 минута. Ну, подержал 1 минуту. О чем? Ни о чем. Подержите так час. Рука устала. Начала неметь. Неприятно. Тяжело. Подержите день. Отвалится плечо. Занемеет спина. Невыносимо. Вот так. Просто держать. Тупо стоять и держать. Сутки подержите, день целый. Вот точно так же мысли. Вот эта бутылочка воды – это мысли. 1 минута ты держишь мысль. Ни о чем. Час держишь какую-то неприятную мысль. Она начинает затвердевать, неметь, покалывать. Если ты ее держишь сутки, а если ты ее годами держишь, что здесь происходит? Вот такой самый простой эксперимент. Вот эта полная бутылочка воды – это мысли.
негативные. Потому что позитивные мысли веса не имеют. Только негативные – это камни. Негативные мысли имеют очень сильный вес. Вес, объем, вес. Они давят, они вот сюда, они здесь, тебя прибивает, все вниз опускается. Они имеют вес. Вот простая ни о чем бутылочка воды. 1 минута. Ну, держишь 1 минуту. Ни о чем. Час. День. Или годами. Вот кто вот эту полную картину представит, тот захочет от этих мыслей избавляться. Мысли, которые давят. Ты захочешь от них. Вот что происходит. Просто это очень наглядно, что происходит. А ну-ка вот эту бутылочку час продержать. Вот эти вот мысли в час негативные. Вот ты ходишь, с утра ходишь, и тебе что-то неприятно, и ты это прокручиваешь, и ты это мусолишь, ты это час уже мусолишь. Представляете, как тут все. А если это еще затянулось на сутки? А уже 2, уже месяц прошло, а уже кто-то 10 лет прошло, как развелась с мужем, а все этого мужа. Да, мои хорошие. Обнимаю вас и жду от вас только позитивные, не вот такие эти позитивные, легкие, счастливые, все в звездочках. Лайки. Жду. Обнимаю вас.